Вот это, друзья, это Asus ZenBook. Не совсем привычный ZenBook, как для всех, в принципе. Потому что это кералюминий. Это, чтобы вы понимали, моделька UM5606W. И она толщиной всего лишь 1,1 сантиметр. При этом у нее батарея 78 ватт-часов. Это раз. И здесь у нас стоит AMD Ryzen AI 9 HX 370. Вот такой вот металлический красавчик. И тут, честно говоря, знаете, у меня есть большой опыт работы с зенбуками. Мой зенбук старенький, на который я когда-то делал обзор. Да я на этих зенбуках уже собаку съел, скажем так. На который я делал обзор. Он уже старенький, но он работает. Знаете, сколько лет? Он работает уже 4 года. Чтобы вы понимали, да? 4 года. Рабочий, тоненький. Asus ZenBook 14 на Intel Core i7 стареньком. А вот этот вот ZenBook, он меня поразил. Поразил тем, что здесь впервые, ну, во-первых, тест на MacBook, да, там как любят вот этот вот одним пальцем, для 16-дюймового ноутбука, вы же понимаете. А я вам расскажу, здесь экранчик OLED, 3K, OLED дисплей. Мало того, у нас, видите, вот эти вот диффузоры, а ну, Лиса, покажи, пожалуйста. Это называется больше воздуха, меньше... Как там у них называется? А мы вообще их почитаем дальше, как они называются. Но сам факт того, что вот поближе, покажи, вот просто-напросто поближе. Сам факт того, что здесь, видите, какие диффузоры, они, несмотря на то, что они мелкие, пропускают больше воздуха. И к чему я это говорю? К тому, что здесь классное охлаждение. Он не то, что не греется до каких-то опасных температур, у него даже SSD-шник не греется. А в таком формате корпуса, всего лишь 1,5-килограммовый, кстати, 1,1 сантиметр, в таком формате корпуса сделать так, чтобы не грелся SSD-шник, очень тяжело. Очень и очень тяжело. И это еще не все. Тут то, что быстрая зарядка, это все хорошо. Искусственный интеллект, про него прожужжали уши все. И я не говорю здесь, допустим, про вот эти вот фирменные приложения, там Asus, где там, а ну сейчас я покажу, вот чтобы на них потом не отвлекаться. Вот такое вот фирменное приложение MyAsus, где вы можете там выбрать поддержку дополнительных дисплеев, там Screen Expert, короче, грубо говоря, взять, зазеркалить на какое-то дополнительное устройство. Все вроде бы красиво и хорошо. Здесь мобильная графика AMD Radeon 890M. И это мощная графика. И о чем это говорит? О том, что мы можем здесь не просто поиграть. Я, конечно, покажу игры. И покажу игры здесь не в том разрезе, что я говорю, что это игровой ноутбук. Он ни в коем случае не игровой, нет, вы не поймете. Но то, что я покажу вам мощности этого ноутбука, это факт. Это мощный ноутбук, на котором я даже в Stalker поиграл. На минималочках с 35-40 FPS, но поиграл в Stalker на встроенной графике. Stalker 2, кстати. И этот ноутбук действительно нам понравился. Кералюминий. OLED-дисплей, батарея и его возможности искусственного интеллекта, а на секундочку 300 приложений уже поддерживают искусственный интеллект и весь пакет программы Dolby, а еще кроме этого всего, я вам дальше расскажу, что он поддерживает для дизайна отлично, поддерживает 100% покрытия DCI-P3 цветового пространства и 133% sRGB, в отличие от этого старичка, уже все устаревшего, то это очень даже круто. Цена, да, цена здесь не такая, актуальная, ну, вернее, не такая бюджетная, как хотелось бы, но с Wi-Fi 7 еще забыл сказать. Но ноут получился действительно интересный. Идем сейчас с вами, посмотрим. Я не буду его распаковывать, нет смысла, потому что, ну, во-первых, что там есть? Картридер, USB-шка, да, что еще, Лиса, у нас есть? А ну давай. Два Type-C Thunderbolt, HDMI и разъем наушников 3.5. Все, а больше ничего нет. Больше ничего нет, конечно же, есть там клавиатура такого формата. У нас есть высокоинтеллектуальный тачпад. Кстати, тачпад, ребята, тачпад, здесь можно регулировать, смотрите, громкость, здесь можно регулировать яркость, то есть на каждой из сторон. Здесь у нас можно перемотки делать. Вы посмотрите на размер тачпада. Он как моя ладонь. А я вам объясню. И при этом он весь нажимается. И он стеклянный. Кстати, попробуй, Лиса. Он реально стекло. Он стеклянный. И работает этот тачпад. Вот знаете, это тот момент, когда ты перестаешь пользоваться мышкой. Вот как на макбуках. Вот что бы я ни говорил про макбуки, я большой хейтер макбуков. Да, макбуки, они в своем роде. На них ничего нормально не завести. Это так, печатная машинка, дорогая печатная машинка и монтаж там, возможно. И то на прошках, на нормальных.
В данном случае монтаж, игры и тачпад. Ладно, ребят, переходим, посмотрим, что заявляет производитель. И, конечно же, тестируем и потом делаем выводы. Фирменный сайт Asus. ZenBook UM5606, кералюминий, OLED-экран. И сразу вот именно с OLED-экрана хочу начать. Потому что экран здесь действительно подходит. Цвета идеальные. И он подходит для цветокоррекции, для работы с фотографией, для дизайна, потому что у него покрытие цветового пространства DCI-P3 100%. Отклик всего лишь 0,2 миллисекунды. Сертификация Display HDR 500, вот он, True Black, вот они его специально показывают. Еще и покрытие sRGB 133%. Яркость 600 кандел на метр, но воспринимается как 789 кандел у жидкокристаллических, и контраст 1 миллион к 1. Очень неплохо, но вот это, конечно, маркетинг. Вот, типа здесь так тускло, а здесь так ярко. И я, честно, смотрю это на жидкокристаллическом экране. Кстати, тоже на Asus ROG серии, но там все ярко, не знаю почему. И, кстати, экран имеет сертификацию Dolby Vision, и, само собой, с Dolby Vision, да еще и со сниженным синим цветом, сертифицирован для того, чтобы снизить вред для глаз. А знаете, синий цвет очень вреден для глаз, когда экраны, вот старые экраны особенно, очень сильно влияли на глаза. Действительно, экранчик, да, зачетный, но тут не менее зачетный именно и толщина его 1,1 см, 1,5 килограмма вес, ну и даже тот же самый экран 3К не сильно-то уже там и интересен мне, потому что 1,1 килограмм для меня важнее, 16-дюймовый ноутбук, ой, не 1,1 сантиметр, 1,5 килограмма, 16-дюймовый ноутбук, кто бы мог подумать, так еще и с 78-ваттной батареей, ну круто. Короче, Copilot PC. Искусственный интеллект уже везде. Если говорить уже там про процессор, который здесь встроен, то это искусственный интеллект, там Ryzen i9, AI9, вот так вот, HX 370, на 50 тераоп нейронный процессор NPU, 2 терабайта SSD-шничек, 32 гигабайта памяти и 5,1 ГГц турбобустик. Кстати, мы достигали 5,1, даже чуть больше, и Wi-Fi 7 здесь только в 5 ГГц. Мы говорим правду, 2,4 здесь работает в Wi-Fi 6, и тут уже Asus нужно быть немножко честным. Хотя они об этом где-то в характеристиках, скорее всего, указали и засунули. Кералюминиевое покрытие очень классное и больше металла, вернее, меньше металла, больше воздуха. Вот так вот. Вот этот вот ячеистый дизайн, который они придумали и специально для того, чтобы было лучшее охлаждение. А с охлаждением здесь действительно очень все интересно. Объясню. Сам по себе ноутбук ни разу не грелся до критических температур, ни в тестах, ни в повседневном использовании. И плюс еще и не грелся SSD-шник. Вот это вот показатель. Потому что обычно в такой формат в 1,1 см попробуйте этот SSD-шник засунуть, чтобы он еще не грелся. Классный звук Harman Kardon на 6 динамиков и эргономический тачпад, который я вам уже показал. Хочется отметить то, что здесь есть вот эти фирменные приложения. Кстати, смотрите, как кералюминий красиво выглядит. Фирменные приложения My Asus с раздвоениями экрана. Есть два цвета: Scandinavian White и Зумая-грей. Боже ты ж мой. И мы уже делали обзор на подобный, но только на Intel, на Intel Core Ultra. А здесь у нас, видите, уже совсем другое дело. Насчет искусственного интеллекта. Больше 300 приложений на текущий момент поддерживают искусственный интеллект, включая пакет программ Adobe и различные интеллектуальные помощники, медиацентры и тому подобное. Плюс у нас есть быстрая зарядочка, и, как я уже говорил, батарея 78 ватт-часов. Я не буду вам говорить, вот знаете, как другие говорят, 20 часов работает, 16, 15. Фигня это все. Для каждого варианта использования совсем разное время работы. Для меня видео здесь там 15 часов, пожалуйста, можно посмотреть. Это то, что у меня вытягивало, я поставил ради прикола у нас на работе. Мы сидели в субботу, влупил сюда видео, и оно у меня 15 часов играло, и я потом еще закрыл, там еще какой-то остаток заряда был. Короче, ребят, то, что они здесь показали, очень много разных фишек, там со своими этими там Multi-Link Operational, все классно, эти приложения My Asus, Screen Expert и тому подобное, это все хорошо. Нас интересует его мощность. Мощность в плане видеомонтажа, даже поиграть во что-то. И мощность в плане того, что тонкий и насколько он мощный. Вот это вот мы сегодня с вами и проверим. Поэтому переходим, тестируем. Ссылку в описании под видео закину. Подписывайтесь, нажимайте колокольчик и поехали дальше. Друзья, начинаю именно знаете, с чего? С того, что я на этой встройке 800, ну, на этом Radeon на встройке играю в Stalker. Играю в Stalker на низких настройках, сразу говорю, на низких, в где-то 30
FPS. 30 в среднем, бывает повышается до 48, а бывает у нас понижается до, там, грубо говоря, 24, но это телевизионная частота кадров. Но я вас прошу, даже не рассматривайте к вопросу поиграть. Это я показываю возможности этого ноутбука в том плане, что он может работать с достаточно тяжелыми и емкими приложениями и играми, само собой. Смотри, это вообще жесть. А ну сейчас мы пройдем вот эту аномалию. Короче, долбаную. Побежали. Что-то я не туда бегу. Давай, побежали. Еще побежали. Уходим. А куда мы уходим? Мы уходим не туда. Что-то я прогнал, короче. Куда-то не туда свернул. Не, все нормально. Все туда свернул. Сейчас еще постреляюсь. FPS вы видите в левом... не туда вышел с ТП. Ну и вот мы вышли в открытый мир, и тут, конечно же, там 24, 25. Но это игра не для сталкера. Это всего лишь возможности данного компьютера. Это встроенная графика. И поверьте уж, если он сталкер тянет на встройке, то, ну извините, я не знаю, чего вам тогда еще рассказывать про рабочий ноутбук. Но поехали дальше. Ну и, конечно же, танки. Сталкер это так, показательно мы вам показали, что там можно что-то сделать. Но танки 200 FPS, пожалуйста. 200 FPS для танчиков эта штука подходит. Я не самый большой игрок в танки, я вам скажу так. Я играю в World of Tanks Blitz, это полноценные танки. Я их установил, только вам показать, насколько здесь нормально все это дело работает. И что для танков это еще и может подойти, скажем так. Поэтому для танков самое оно. Но нас интересует этот лэптоп именно как рабочая машина. И как рабочая машина могу сказать, что здесь вот у нас, давайте посмотрим, GPU PowerZ и CPU PowerZ. Достаточно интересная начинка. И начинка интересна тем, что здесь стоит Ryzen, ну давайте, сейчас он открывается, AMD Ryzen AI 9 HX370 с модулем искусственного интеллекта, с сопроцессором искусственного интеллекта. 54 Вт пишет, 4 нанометра. Кэш третьего уровня 16 мегабайт плюс 8 мегабайт. У нас получается 4, знаете как оно, Powerful плюс 8 эффективных, 24 потока. На PCI-Express 4 у нас материнка его, и память у нас получается LPDDR5 32 гига, 4 субпотока по 32 бита, ну либо 2 потока по 64. По графике мы уже поняли с вами, это AMD Radeon 890M. И если тут смотреть, 128 бит шина, LPDDR5, на память не смотрим, потому что она динамически выделяется из основной. В принципе, я вам скажу, на такой памяти во что-то можно поиграть. Бенчить данный CPU здесь, данный процессор, не очень есть смысл, а лучше посмотреть в AIDA 64 Extreme. И именно здесь нужно смотреть как минимум тест PhotoWorks, объясню, потому что модуль искусственного интеллекта задействуется на обработке фото, видео, и именно PhotoWorks у нас за это отвечает. Он загружает 10 огромных вот этих вот изображений в памяти, начинает их рендерить один за одним. Тут как раз и память учитывается, и сам процессор, и его нейральный сопроцессор. И мы сейчас увидим, на каком уровне этот процессор стоит в синтетических тестах. Та-дам! На 4-м месте обгоняет Intel Core i9 24-ядерный на 13900K, да, поколение. Ryzen 9 7950X, но это то, что касаемо работы с фото. Вот о чем я говорю. И по тестам в PC-марке мы сейчас это подтвердим. То есть он обгоняет практически все, чуть не дотягивает до 32-ядерного Ryzen Threadripper. Но это работа фото. В чистой математике он тоже недалеко, скажем так, ушел от лидеров. И это ни много ни мало тоже 4-е место с обгоном 16-ядерного Ryzen 9 39500, Intel Core i9 11900, Ryzen 9 5900X. И пошло-поехало. Выше его уже идет там Core i9 13900K. Мощный. Реально мощный. По температурам глянем сейчас чуть в другом месте. И вот, кстати, PCMark с его какими-то сумасшедшими 6412 баллов, и я сразу вот показываю вам, фоторедактирование 12542 балла. Это Adobe Photoshop с модулем искусственного интеллекта, со всеми вот эти вот все джимпы, Adobe премьеры. Вообще пакет программ Adobe, да вообще сейчас больше 300 приложений поддерживают на текущий момент вот этот вот нейральный сопроцессор, который я вам сейчас покажу. Смотрите, если мы сейчас пойдем с вами и посмотрим мои устройства,
то вот именно о нейральных процессорах идет речь. NPU Compute Acceleration Device. Это кроме отдельного процессора, который у нас есть центрального, да, то есть мы его здесь видим. Ну и, конечно же, у нас там есть видеокарты, да, видеоадаптеры. Этот Radeon 890M Graphics. Плюс у нас есть видеорендеринг. По рендерингу вообще вопросов нет. Можете рендерить и видео редактирование на лету 41 балл. Я не говорю уже сейчас о работе с большими базами данных, таблицами, например, там, написанием документов, веб-браузингом, видеоконференцией и стартом приложений. Это все находится в идеальных показателях. Особенно хочется отметить Recalculate Monte-Carlo. Это тест на рекалькуляцию огромной базы данных за 3,3 секунды. Это очень хороший показатель. Например, Intel N100 будет делать 90 секунд, а Intel там Core i9 какого-то там поколения, там 12-13 будет это делать там 12-13 секунд. А этот с помощью модуля искусственного интеллекта, пожалуйста, 3. Если мы посмотрим на детали, то мы достигали с вами максимальной частоты процессора 5131, я видел 5132, сейчас посмотрим, что у нас тут еще есть, 5128, 5131, 5132 максимально достигали. По температуре мы в среднем в приложениях работает 60-74, было 2 раза пиковая 84-86 градусов, что никак не влияет на работоспособность, и не только пиковые, на короткий промежуток времени. Даже в рендеринге у нас среднее было 61-73 достигало, и у нас в рендеринге достигало 77. То есть на самом деле температуры держатся, при этом частоты у нас провала не имеют, то есть частоты у нас держатся. Вот, смотрите, там, где у нас есть какие-то, допустим, нагревы, вот, смотрите, 85-86 градусов, а у нас частоты держатся наверху. 4,7, 4,8 ГГц, то есть спокойно процессор все это дело обрабатывает, и тут температура никак не влияла на его работоспособность. Да и вообще, мобильные процессоры имеют другой тепловой пакет, не такой, как стационарные. Ну и, конечно же, диск. У нас Western Digital, 2-терабайтничек с хорошим охлаждением, на секундочку, потому что мы сейчас стартанем тест. Вы увидите его, конечно, очень ускоренно и поймете, что он ничего ни разу не грелся. Стартуем. Ну и, конечно же, как вы видите, у нас 5000 мегабайт в секунду на 4,6, и нагрев у нас составлял не более 53 градусов. Это вообще идеальная работа с температурой, то есть у нас, вернее, идеальная работа при текущей температуре, или, вернее, идеальная температура для текущей работы, вот так вот будет правильнее сказать. То есть все это реализовано очень круто. При том, что мы можем сказать, что вы можете здесь редактировать видео многопоточное. Смотрите, мы идем, у меня есть сохраненный проектик. Мы его сейчас скопируем через наш Thunderbolt порт. Смотрите, мы его копируем очень-очень быстро, конечно же. Ну, у меня карман на 1 гигабит, в принципе, на 1000 мегабайт, на 8000 мегабит. Давайте посмотрим, открываем мой проект с мини-ПКшками и посмотрим, что у нас из этого получится. Та-дам! Мой проект, пожалуйста, смотрите. Сам по себе... сейчас у нас обрабатывается искусственный интеллект. Видите, у нас искусственный интеллект обрабатывает голос. То есть для того, чтобы у нас голос был как студийной записи, немножечко предлагаю подождать. И вот, пожалуйста, наше видео мы можем посмотреть. Я специально вывел вам рамку. Это предпросмотр. Это не пререндеринг. Это чистый вот накиданный проект. У нас с потоком, это с хромакеем. То есть, чтобы вы понимали, здесь есть эффекты. То есть у нас есть цветокоррекция базовая. Есть у нас хрома. Сейчас посмотрим. Вот, смотрите, мы можем с вами удалить атрибуты. У нас есть Ultra K, есть цветокоррекция и denoise звуковой. И плюс это два видеопотока и 2 звуковых, голос плюс музыка. И он отлично на лету это все делает. Мы можем с вами добавить еще один поток сюда. Это мы чересчур. Мы можем сюда еще один поток добавить какой-то. Взять меня задвоить. Вот у нас двое. И тоже на лету это все отлично работает. Ребят, по редактированию видео, я вам скажу, достаточно неплохо. Но только там какой-нибудь Full HD в базе. Я не скажу, что вы тут будете какие-то мега фильмы редактировать, это уж есть как есть.
Мало того, скажу вам так, дело в том, что вы сможете даже на минимальных настройках поиграть в Киберпанк, например, там 30-35 кадров в секунду. Давайте посмотрим на тесты и посмотрим на результаты его. Вот, пожалуйста, вы видите 33-34 в густонаселенном баре, скажем так, нет. Много людей, много эффектов дымовых, на улице будет больше, когда мы сейчас вылетим по тесту на улицу, будет больше, конечно же, FPS и будет намного лучше. Давайте посмотрим. Вы можете здесь поиграть в PUBG тоже в какие-то минимальные 33, но я это показываю не для того, чтобы вы играли. Это не для игр. Вы здесь можете поиграть нормально, хорошо, в танчики, Hearthstone, Diablo, StarCraft и какую-нибудь лабуду еще, ну и все. В Counter-Strike, может быть, поиграете. Все остальное это ноут для работы. Это ультрабук с хорошей батареей, с хорошими коммуникативными портами, с материалами, с крутым экраном. Посмотреть кино вообще идеально. Смотрите, пожалуйста, все отлично работает. Давайте сейчас дождемся конца теста. Загрузка памяти на Киберпанке 20 гигов. Кстати, нехило. И при том, что процессор нагружается. То, что видеокарта, конечно же, не вытягивает 98%, это одно. А то, что у нас проц нагружается всего лишь на 24, вот это интересно. То есть, если бы сюда еще видеокарту подкинуть, было бы классно. 34,7 кадров в секунду. А плюс еще здесь Wi-Fi 7, кстати. Wi-Fi 7, мы стартуем тест, и Wi-Fi 7 показывает у нас ну, в 5 ГГц диапазоне, вот, пожалуйста, 1,9, 2 даже проскакивало. На текущий момент 1,8. Это по Wi-Fi 1,8 гигабит. 1,8 гигабит, это очень круто. Для меня это вот показатель классного, очень классного модуля. Здесь, кстати, даже не Intel стоит, здесь стоит MT. Давайте сейчас посмотрим. Здесь МТК-шный модуль. Давайте посмотрим на информацию. И у нас здесь стоит с канальной скоростью 2,8 гигабит, Wi-Fi 7, MT7925, 160 МГц, кстати. Нормально работает. И даже в 2,4 диапазоне он показывает хорошие результаты. Смотрите, обновляем, стартуем и получаем там 300 мегабит. 2,4 на секундочку. Но 2,4 работает в Wi-Fi 6. Это я тоже вам должен сказать, я вам всегда говорю правду, пожалуйста, смотрите, он работает именно в AX, то есть 5 ГГц работает в Wi-Fi 7, 2,4 работает в Wi-Fi 6. Все отлично. Ну, пока оно уже доделывает, уже нам не так интересно на это смотреть. Я могу вам сказать, что здесь можно спокойно постримить 4К фильмы, постримить 4К ролики на ютубчике. Вот наш ролик 4К геоплейсы. Сейчас у нас производится в 4К. В статистике для сисадминов тут единственное на разворот экрана 3 дрова потратили и все. 4К 60 FPS. Все отлично. При том, что любые стриминговые сервисы здесь тоже спокойно пойдут. То есть вы можете, например, загрузить там любимый свой стриминговый сервис, либо через браузер смотреть какой-нибудь фильм. Я смотрю телеканалы. Вот, пожалуйста, телеканал работает. Все отлично. Слушайте, я уже готов по данному лэптопу перейти, сделать выводы. Переходим. В качестве выводов скажу, мой старичок, конечно, еще поработает, но работать на этом зенбуке мне будет намного приятнее. Я его однозначно рекомендую, потому что прям вот эти вот моменты Copilot PC с искусственным интеллектом, это все красиво, хорошо, но для работы самое оно. Быстрая играющая батарея, которая вот там, знаете, там, батарея держит там 20 часов. Нифига. Я не буду рассказывать. В моем случае видео 15 часов проиграло, и мне вот так вот с головой хватает. Поэтому рекомендуем. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.